Приветствую всех выживших после новогоднего застолья. Честно сказать, я и сам рад вернуться в строй, потому что новых видео давно не было. И сегодня вы увидите изготовление объемной звезды из металла. А для чего именно, я покажу вам в конце видео. Думаю, вы все поймете. Звезда нужна советская. Сначала я сделал плоскую. Да, она выглядит симпатично, но это совсем не то. Что ж, можно приступать. Нашел развертку объемной звезды в интернете. Чтобы не терять времени на построение фигуры, переведу ее с экрана монитора, а размер подберу масштабированием картинки. Теперь нужно вырезать эту звезду и использовать как трафарет. Трафарет готов. За основу возьму вот такой лист холоднокатанной стали толщиной 1 мм. Приклеиваю трафарет, чтобы не сдвинулся. И просто обвожу по контуру. Чтобы лучше было видно контур, процарапаю его отверткой. К сожалению, чертилки у меня пока нет. Резать миллиметровку не так-то просто, приходится постоянно подгинать, чтобы ножницы пролазили. Все, звезда вырезана. Теперь нужно разметить линии изгиба. Для этого проведу линию из вершины луча в противоположный угол. А потом процарапаю отверткой, чтобы карандаш не стерся. Это будет лицевая часть звезды, поэтому вот эти вот линии нужно продублировать с другой стороны и, соответственно, делать прорези на обратной стороне, чтобы металл легче сгибался вот здесь. Линейки под рукой также не нашлось у меня на работе, поэтому
Использую для этого фанеру. Итак, разметка на тыльной стороне звезды нанесена. Теперь можно делать надрезы тоненьким кругом. И лучи должны без проблем сложиться ровно по этому надрезу. Закрепляю заготовку на магнитах. Вот так вот. Жестяной молоточек мой. На 200 грамм. Да, вот эту часть. Она вся движется. Вот это прогни. Асса! И это выгибается. Играет. Давай 4 руками одновременно. О, все. Переставляем. Подваривать придется. Ну, бывает. Разошелся металл. Ну так будет легче. Не, это просто из-за того, что долго гнули. С той стороны прихватим целушку. Ну да, не огонь видно. будет. Так. Нам нужен угломер. Нам нужно, короче, сейчас замерить вот этот угол. И вот этот, допустим, довести до него же, прихватить. Этот довести, прихватить. Так. Как? Ну, достаточно туго. Сверяем. Еще нужно догибать. Так, ну что, надо скреплять углы 235, 235, 234, так, 14,5, 14,4, 14,5, 14,6. То есть в целом у нас плюс-минус миллиметр. Глазом это уже не видно. Не видно. Не стоит. Отлично, теперь швы проварены. Осталось только зачистить, а также
выровнять все вот эти вот углы. Закрепляю заготовку на магнитах. Воспользуюсь вот таким шлифовальным кругом. Завершающая стадия. В общем, получилась вот такая вот симпатичная звезда. Посмотрите, вот обычная плоская, которую я изначально хотел делать и сделал. Ну, соответственно, справа объемная. Думаю, тут выбор очевиден. Вот тут будет находиться звезда. Паровоз из металлолома. Как видите, он еще не готов, не доделан. Могу потом показать, когда будет полностью готов. Такой вот. Все детализировано, как будто он рабочий. Всем большое спасибо за внимание. Поставьте видео лайк, если оно вам понравилось. И подписывайтесь на мой канал. Будут новые видео. Всем пока. До скорых встреч. И в этом видео я покажу то, чего удалось добиться за это время в плане запуска моего самодельного пульсирующего реактивного двигателя. Погнали! Измерять, точнее, тягу модельного ракетного двигателя. Стенд я уже подготовил. Камеры, все готово. Аккумулятор для запала. Один. Всем привет. Наконец-таки получил пластиковый двухосевой стабилизатор. Не 4 баллона, а один, может быть, 5-литровый, поскольку давление газа от